Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре тяжелый танк 6 уровня, ветки Германия. Проходная прокачиваемая веточка, танчик такой же, вот, соответственно, ВК-3001П. Мне этот танчик очень нравится, особенно на том оборудовании, которым мы сегодня будем катать. Вот, и сразу же по сложившейся традиции я предлагаю пойти посмотреть бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, вот наш ВК-3001П, и давайте по порядку. Так, правильно его поставим. Вот так где-то. НЛД 88 в приведенке, и как для НЛД слабенькая. ВЛД первая часть, да, под не самым лучшим углом, оно еще даже хуже, чем НЛД. Вот ВЛД вот эта вверх, конечно, рикошетная, тут даже говорить нечего, на шестом левеле никто вас сюда не пробьет, да и не только на шестом. Семерки тоже вас пробивать сюда не смогут. Вот, подбашенная рубка слабая, 75. Надгусеничные полки, этому танку лучше не стрелять, тут 150, тут 107, но он немножко вот так, да. Вот так. Почему он там больше? 160. Вот странность вообще. Ладно. Нижняя часть башни под пушкой, что называется, 100 миллиметров дыра. Вот здесь такие щечки 115. Щеки самой башни здесь уже рикошетные, они под хорошим углом, там до 300 миллиметров. Маска орудия 160 в этой части. В этой части 214 в краевой, там 190. Основная бронеплита 200, 200, 200, 290. Кругляшок вокруг орудия 263. То есть маска невероятно крепкая. Щеки рикошетные. То есть вот эта дыра. То есть достаточно спрятать, так сказать, корпус с подбашенной рубкой. Вот эту желательную часть тоже. И у нас прям офигенно крепкая башня, ну и за исключением лючка в 95 миллиметров. Боковое бронирование 62, и это говорит о том, что этот танк очень хорошо танкует. За исключением подставляет вот эту щеку как раз над гусеничной полки. А в целом по корпусу здесь все офигенно. Вот такое вот бронирование. Нам предлагается куча пушек. И как ни странно, я выбираю топовую, она идет вот сразу отдельной веткой, ее лучше всего изучить. Это 220 альфы, 145 пробития основным, 194 голдой, почти 7 секунд заряжается на стоке, 0,38 точность, времени сведения 2,3. Вот эти пушки, по сути, нас сильно так не интересуют, потому что это, по сути, фугасница, ну, с плохим пробитием, но с более лучшей альфой, но на ней будет тяжело играть. Вот эта пушка с маленькой альфой, вот, быстрая достаточно КД, хорошая точность, но это тяжелый танк, и он играет лучше всего на топовой пушке, вот этой КВК 36Л56. Вот, однозначно не рекомендую, а вам нужно прокачать топовую башню, здесь чуть больше брони, потому что это все-таки более дырявая. Вот, но обзор плюс 10 метров лучше. Ну и, конечно, рация. 310 метров, 9 уровня 710, более чем в 2 раза, даже тут даже говорить нечего. Тяжелый танк, топовый двигатель. Здесь у нас лошадей 670, на стоке 420. Прибавка в сравнении со стоком как минимум 30% подвижности танка. Ну и на месяц крутиться топовый ходовой не помешает. Вот, по полевой модернизации мы качаем так, смотрим, что нам тут предлагается. Нам подает скорость пересечения всех типов местности, скорость поворота ходовой. Я бы взял вездеходную ходовую. Здесь огневую мощь открываем, смотрим. Скорость сведения от размера круга сведения. Либо ничего не качал. Так. Вообще ничего не происходит. Нет, происходит 0.37, 2.19, 2.43. Ну, как я и говорил, либо ничего не качать. Я бы вообще ничего не стал качать. Не хочу ничего ухудшать. К обзору и, ну, здесь вот это бы взял. Звукоизоляцию. Прям 100%.
По оборудованию, господа, мне вот эта сборочка больше всего нравится, вам я ее рекомендую. Это в основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость танка. Ставим улучшенную закалку, однозначно досыл, то есть на этом танке всегда стоит досыл, а вот вместо закалки можете поставить вентилятор. Вот, турбину, да, турбину сюда ставим, чтобы танчик был подвижен. По снарядам. У нас основной ББХ летит 773, голда летит 966, и это подкол. Ну, нормальные средние параметры по скорости полета снаряда. Снаряжение, ремка, аптечка, огнетушитель обязательно. Обязательно огнетушитель, желательно автоматический. Но, как всегда, у меня экипаж сидит с пазика 7. Да, с пазика 7, поэтому я его не перебущал на этот танк. У меня сумасшедшие потери. В тактико-технических характеристиках я себе позволил поставить допаек в виде шоколадки. Экипаж у нас 5 членов экипажа. Вот, первым перком командир лампы, всем остальным ремонт, вторым перком был выбраться дальше качать, как показано в таблице. По УВН у нас все вполне себе неплохо, минус 8, с этим можно жить и более-менее комфортно играть. Запас ХП очень комфортный, 1210. Мобильность у нас 49 вперед, 14 назад, почти 15 лошадей на тонну. С турбиной он невероятно быстро едет. По незаметности, ну что мы, тяжелый танк, большой, какая незаметность. По обзору 370 метров, у нас 28, еще штраф за командира, тоже не переобученный танк. Так было бы почти 400. По плюсам, минусам этой машины. По броне очень слабый корпус, за исключением бокового бронирования, что нам дает возможность танковать. Но вот эту щеку оголяете, вас сюда, конечно, шлепать будут нещадно. Хорошая броня в башне, но есть вот такой огромный лючок. Поэтому здесь броня и плюс, и минус. Вот, безусловно. По подвижности однозначно плюс. По пушке, мне эта пушка очень нравится. Прям нравится в первую очередь из-за альфы на 6 уровне. Поэтому я буду ставить плюс. Ну и в принципе основные характеристики для тяжелого танка мы озвучили, плюсы и минусы. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, пощупаем, как этот танчик играет в современном тренде. Погнали! Так, попали к 8 левелам. Это прискорбно, потому что мы 6-й левел, обзор танка боем, тяжелый танк Германии ВК 3001П. Играть против восьмерок, там где дерутся тяжи, это будет глупо. Поэтому, скорее всего, поедем на центр, включаем голду, все-таки семерки, восьмерки. Че ты очкуешь? Все нормально будет. Главное это, надо показать, что ты доминируешь. Да, сейчас покажем, что мы доминируем. Девятый, кстати говоря. Да, Джори Квартанов. Чайника! Привет! Старались весь день. Тоже мне стратегический объект. Я не разбираюсь. Вот башню даже отбили чего-то. Стоямба, я вас всех порешаю сейчас. Вот пес, перепес. Сюда идите, Вася! Он мне водяры не даст. Ну ё-моё.
молодой, Сейчас, горячий. секунду. Вот так, а пусть от ниже плинтусы. Вот, забыл телефон. Прошу прощения, прям на обзоре. Вышла несостыковочка. Начальника пришел. Не, надо уж поджиматься, наша Раша давит. Жуть как пруд. Принесли водку и чебуреки. Так, 900 настреляли, 400 насветили. Хорошо. Бой с восьмерочками. Да. Сашка, я не растерялся, Даже я не же успел охранник. его нанести. Что это такое? Других вариантов не было. Пак, иди нахер. На чем приехал к нам? На оленях. Я не растерялся, я же охранник. Получилось. Получилось. Ну все, победа. Ну ладно, сумма 1600, бою против восьмерок сойдет. Для этого танка еще меня отвлекли, так думал, что-то больше настрелял. Чертов телефон прям на обзоре. В целом хорошая машина, как для 6 уровня. Понятно, против семерок и восьмерок эта машина себя ощущает немножко, может быть, некомфортно, но на шестых и против уж каких-то пятых левелов это офигенный танк на самом деле. Я вам его рекомендую, советую. На нем приятно играть. Понятно, только на топовом оборудовании, на топовых, точнее, модулях. Пишите свои комментарии, если у вас такая машина, какое вы ставите оборудование. Мне вот на турбине он очень нравится, подвижный, прикольный, твердый, 4, возможно даже 4 с плюсом. Вот, пишите свои комментарии, если у вас такая машина, да, как она вам в целом. Вот, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч, пока в новых обзорах по нашим любимым танкам. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.